Иногда наш огонь гаснет, но другой человек снова раздувает его. Каждый из нас в глубочайшем долгу перед теми, кто не дал этому огню погаснуть. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Вендетта. На нижней позиции начинает СПЛ, генерал Квай, танковая армия Китая. Сверху дает старт действующий чемпион мира Экскал, генерал Кассат, стелс-технологии ГЛА. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Прошел матч между Экскалом и СПЛ в рамках турнира «Стелс против танка». Первый раунд до 6 побед, призовой фонд 235 баксов. Pepsi и Hero спонсировали данный турнир. Зарегистрировалось немало игроков. Я для себя отметил такие имена, как Бойко, СПЛ, Экскал, Маракар, Логика, Резнов и Тимстеп. Думаю, на турнире будет жарко, и мне бы хотелось бы, чтобы Big Size зарегистрировался на данном турнире, но он этого не сделал. Но что-что, а Size за танка играть-то умеет. Думаю, мог бы показать интересные игры, но, к сожалению, мы этого не увидим. Ну да ладно, приступим смотреть данный бой. Поехал Гатлинг от СПЛ вперед, гоняется здесь за подрывником. Норку, к сожалению, здесь не увидел. Рабочий строит, можно было попробовать сначала рабочего отменить, не дать достроиться норе, но, к сожалению, СПЛ этого не сделал. Возможно, просто не заметил эту норочку. Ну, все-таки стелс у нас здесь на карте, но рабочего-то видно. А тем временем Экскал интересную норку слева построил и теряет СПЛ сразу же первый дозер на ракетчиках. Ракетчики бьют по стационарному Гатлингу. Достроить его, к сожалению, не удалось. И приезжает уже сразу же техничка здесь от стелса. Подъезжает под ресурсный центр. Можно даже скрапик попробовать здесь забрать. Все верно. Экскал, естественно, не будет такими вещами пренебрегать. Подъезжает еще одна течь. Пробивается с апалтраки. Ракетчики обратно загружаются. Идет Гатлинг от СПЛ вперед. Кстати, еще один скрапик здесь есть. Можно попробовать убертечь сделать. Гатлинг сливается. Так, скрапик отменяется СПЛем, пробивается ресурсный центр. Скорее всего, СПЛ сейчас свой сапплай-то потеряет. Гатлинг, естественно, идет, но слишком здесь большая армия от Экскала. Один Гатлинг здесь сольется. Бегает угонщик по карте. Пока что Экскал не нашел ему применения. Справа здесь стоит от СПЛа пост. Смотрит, что здесь по правому флангу происходит. Разведывает, скажем так, в центре. Еще одна норка от Экскала. Повсюду расплодился здесь стелс. Ну и пока что только ограничивается уничтожением ресурсного центра, дозера, Гатлинга и стационарных Гатлинг турели. Ограничивается это, наверное, мало сказано. Все-таки хорошую атаку по левому флангу сейчас Экскал провел. СПЛ поставил уже 3 военных завода. 2 сапплая продолжают качать. Дозер еще один есть. Есть электростанция. Тем временем жесткое столкновение двух техничек и поста. Пост отъехал, но был уничтожен. Ракетчики успели сесть в бункер и уничтожается одна техничка. Вторая она получала, но уходит. Смещается армия СПЛа направо. Здесь очень много ракетчиков. Один Гатлинг теряется, но перестреливается полностью вся пехота противника. Экскал каленой техничкой уезжает в центр. Так, здесь домик, нужен дракон, чтобы его выселить. Не думаю, что СПЛ сейчас попрет на этот дом просто так. Да, есть целых 3 дракона, а тем временем угонщик рядом с военным заводом стоит, пытается Экскал себе, видимо, дракон перехватить и просто сжечь базу СПЛ, но пока не удается. Драконы смещаются, дом сжигается, и вот выходит дракон из военного завода, начинается прожиг, но просто на минах сейчас подрывается. Хотел зажечь, да не получилось. Экскал. Подъезжает техничка, взрывается, но ракетчики живы и пробивается дозер, и неужели дозер хант? 5-я минута игры, так и не удалось выйти пропаганду. Уже не будет ЕЦМ танков, не будет лотоса, не будет казармы. Ну и все, пробивается военный завод. 1 из 3, подъезжает дракон и минус ракетчики. Но тем временем СПЛ на месте не стоит и просто идет в бой. Но посмотрим, Экскал, как ты запоешь, когда пацан тебе напинает сейчас. Идет СПЛ вперед. 4, 5, 6 драконов сейчас идут
впереди армии начинают разжигать базу стелсу. Посмотрим, как Экскал сейчас будет отбиваться. Но тем временем чемпион мира на месте-то не стоит и идет также в атаку на базу противника. Пробивается дракон и, скорее всего, будет сейчас потерян ресурсный центр. Есть армия небольшая у СПЛ здесь на базе. Возможно, будет пробовать отбиваться, но сапплай все-таки теряется. А мини-армия такая у Экскала наступает, но СПЛ прет. И прет со страшной силой сейчас. Сапплай уничтожается. Идет распродажа. Остался только ресурсный центр сейчас у стелса на мейне. Уходит квад, да. Нет, не успел уйти. Молодец, СПЛ не дал кваду уйти обратно в нору. Экскал вышел квадами. Даже ракетчика вывел, но сразу же все это дело разжигается. Армия обратно уходит. СПЛ просто в считанные секунды уничтожает сейчас чемпиону мира мейн. Разжигаются, естественно, норы. Вот этот пост, наверное, все-таки, да, будет потерян. Ракетчики также перестреливаются. Но норе до свидания. Армия очень большая. Разжигается все просто со страшной силой. И идет СПЛ дальше. Экскал закрепился слева. Поставил ресурсный центр. Строит военный завод. Казарму бы поставить. Есть казарма. Побежали ребели стелсные на захват. Я так понимаю, готовятся Экскал. А СПЛ идет дальше дожигать своего противника. Экскал, принимай бой. Начинается розжиг, тем временем СПЛ еще и второй фронт развернул. Идет в центр, но сюда нужен дракон. Дракон 2 штуки, между прочим, стоит. Теряются гатлинги, можно сказать, на ровном месте сейчас. Слева разжигаются все позиции. Норы теряются. Отлично, отлично. СПЛ прет напалмом сейчас. Драконы наконец подъезжают. Дома уничтожаются, точнее ракетчики, которые там сидят. Смещается дракон направо, уничтожает казарму. Еще один дракон подтягивается слева. Все горит. Трехлучковый дракон разжигает военный завод. Экскал пытается отбиться. Захваты пока не проводит. Все горит у Экскала. Все полностью. СПЛ прет. И прет очень серьезно. Разжигается ресурсный центр, военный завод. Из всех позиций, которые здесь остались вместе с зданиями, осталось только 2 норы. Тем временем СПЛ прожег уже казарму до конца, уничтожает норы. Здесь дал Экскал каркас казармы, но его отменил. Рабочий идет выше по карте, обратно на мейн. Экскал слева все-таки отбился. У СПЛ есть вторая армия, которая идет сейчас направо на холм, в район нефтяных вышек, и просто их будет сейчас сжигать. Конечно же, СПЛу они не нужны, потому что у него нет казармы, у него нет дозеров, чтобы ее построить, и просто сейчас он эти вышки уничтожает, потому что и он их просто не захватит. Тем временем 2 квада от Экскала идут слева. Здесь нора, здесь даже, я бы сказал, 3 норки. Вновь устанавливается ресурсник. Экскал будет пробовать выживать сейчас на карте. Квады идут и подходят очень близко к ресурсному центру СПЛа. У СПЛа это последний сапплай, который может приносить деньги в казну танкиста. Идут драконы, идут 4 поста пробовать отменять эти квады. И неужели все-таки ресурсный центр? Да. Ресурсный центр будет потерян. Он забрал у него ресурсы, он забрал у него строителей. Даже военный завод, черт возьми, забирает у СПЛ Экскал. Но СПЛ не сдается. У СПЛ есть армия. Он прогоняет квады. Квад один был потерян. Еще один с 3 лычками отступает. Но забирает пост. Пробиваются танки драконы. Здесь есть нора, которая также стреляет. И будет пробовать СПЛ сейчас уничтожать эту норку. Но пока не удается. Дракон теряется. Выходит трехлучковый квад. Уничтожается еще один дракон. Уничтожается пост, но остались ракетчики, но ракетчики также будут все потеряны. Стоит стелсный репель, но ему тут ловить нечего. Все заминировано здесь заводы и электростанция. В принципе, это все, что сейчас у СПЛ есть, но стелса он практически уже уничтожил. Осталось буквально чуть-чуть. Я надеюсь, что сейчас это произойдет. Экскал, конечно же, потрепан, но Экскал это такой игрок, который может выжать все из игры даже в очень тяжелых условиях. Подходит СПЛ и прожигается последние позиции сейчас действующего чемпиона мира. Ресурсы кончаются, распродается казарма. На пути ресурсный центр. Ну же СПЛ, дожми, осталось буквально чуть-чуть, и Экскал сдается. Мы победили. Удалось.
Удалось СПЛ затащить эту игру. Очень крутой получился поединок, насыщенный, короткий, но очень крутой. Молодец, СПЛ, есть еще порох в пороховнице, огонь в глазах еще горит. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.